Всем привет, дорогие друзья, с вами Лена Мока, и сегодня мы изучим мою самую любимую технику комби-маникюра. Я ее использую в работе со всеми своими клиентами, буквально в 95% случаев, кроме прилипшей кутикулы, влажной и очень чувствительной. Для выполнения этой техники мне понадобится достаточно стандартный набор. Это пушер, маникюрные ножницы, апельсиновая палочка и фреза с красной насечкой. Это пламя 0,21 диаметра, производство Казань. После того, как мы хорошо отодвинули кутикулу апельсиновой палочкой либо пушером, приступаем к первому этапу работы с фрезой. Один из основных моментов – это правильное положение фрезы по отношению к ногтю и по отношению к середине кутикулы. Фреза должна лежать на ногтевой пластине именно щечкой, а носик фрезы примерно на 45 градусов должен смотреть на середину кутикулы. Первую прочистку под кутикулой я выполняю на оборотах 30-35 тысяч. Это достаточно большие обороты, но не стоит их бояться. На самом деле пропилить ноготь или забуксовать под кутикулой намного проще именно на маленьких оборотах. И если положение вашей фрезы правильное, то при больших оборотах у вас получится быстрый и чистый маникюр с намного большей вероятностью, чем на маленьких оборотах. Прочищаю все 10 ногтей сначала на реверс, а затем переключаю на форвард и прочищаю все 10 ногтей на форвард. Кстати, этой модели я подготавливала ручки к японскому маникюру, поэтому на этапе полировщика будет несколько отличий, но в целом эта техника универсальная и подходит для подготовки как для покрытия, так и для японского маникюра. Приступаем к этапу среза ножницами, и здесь есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это положение ножниц по отношению к кутикуле. Они должны быть наклонены к кутикуле примерно на 45 градусов, но не завалены на кутикулу полностью. Второй важный момент – это не захватывать слишком много кутикулы при одном шаге среза. Один шаг при срезе должен составлять примерно 1 мм. Старайтесь захватить каждый предыдущий срез. Если кутикула очень простая, то после среза можно перейти к этапу полировщик и закончить на этом маникюр. Но у моей модельки очень много птеригия, поэтому я перехожу к следующему этапу. Еще раз отодвигаю пушером кутикулу и буду делать вторую прочистку. Вторая прочистка под кутикулой выполняется уже на меньших оборотах, это 15 тысяч оборотов, по той же схеме. Единственное, что я добавлю на этом этапе, это небольшая шлифовка проблемных участков кутикулы, и ее я буду выполнять пузиком фрезы без нажима, очень легкими движениями.
переходим к завершающему этапу нашего комбинированного маникюра, и это полировка. Для полировки я использую вот такой силиконовый полировщик, либо зеленого, либо серого цвета. Обычно я прохожусь по месту среза, по боковым валикам и коже вокруг кутикулы. Однако эти ногти я подготавливаю к японскому маникюру, поэтому прохожусь полировщиком дополнительно еще под кутикулой. Это позволяет сгладить микроцарапинки, которые мы сделали алмазной фрезой под кутикулой, когда прочищали птеригий. При подготовке к японскому маникюру это важно, потому что ногтевая пластина должна быть равномерная перед нанесением пасты. И вот такие ноготки у нас получились. Здесь уже выполнен японский маникюр. Кстати, у меня на канале есть очень полезное видео о том, как делать японский маникюр. На этом все. С вами была Лена Мока. Подписывайтесь на меня, чтобы не потерять очень много полезных видеоуроков про маникюр.